Ahoj všichni, vítejte na slovanském podcastu. Zapraszamy na Слав'янський подкаст. Вітаємо всіх і ласкаво просимо на Слав'янський підкаст. Усім привітання і вітаю на Славянском подкасте. Поздрав свima и добродошли на Славянский подкаст. Всем привет и добро пожаловать на Славянский подкаст. Добро пожаловать, привет. Могу ли я использовать ты или вы? Конечно, ты. Ой, понимаю. Когда говоришь «вы», я чувствую себя очень старой. Понятно, давай. Ты, хорошо. Ну, первое, кто такая Лиза? И не знаю, почему ты работаешь как русского преподавателя, да? Мгм. Кто такая Лиза? Может быть, кто уже видел мой канал, я преподаю русский язык и рассказываю о русской культуре. Почему я преподаю русский язык? Потому что когда я переехала в Бразилию, я начала преподавать английский язык. Но иногда меня просили преподавать русский. Но я знала, что я не очень хорошо умела это делать тогда, и все равно я начала. И мне намного больше понравилось преподавать русский язык, потому что каждый раз, когда появлялись какие-то слова, я вспоминала всякие культурные отсылки, как мультфильмы, песни. И хотя я хорошо знаю английскую, американскую культуру довольно-таки хорошо, все равно такого контекста культурного у меня нет. И поэтому я перешла на преподавание русского языка. И уже делаю это 8 лет. 8 лет. Интересно, потому что начал изучать русский 8 лет назад. Ну, хорошо. И тоже сейчас ты работаешь только онлайн. Да, сейчас я работаю только онлайн и только с бразильцами. Да? Ой, У это меня очень есть интересно. Ну, почему? Я уже пробовала делать контент на английском, но мне кажется, что как бы английский – это такой международный язык, на нем многие люди говорят, и когда ты делаешь контент на английском, он как бы для всех. Да? Твоя целевая аудитория – это очень-очень много людей разных. Когда я делаю контент на португальском, он в основном для бразильцев, и поэтому я могу использовать какие-то культурные связи между русской и бразильской культурой, которые немногочисленные, но они все же есть. И бразильцы намного более, как бы сказать, намного более активные, намного более участливые, то есть они всегда комментируют, пишут, по-другому реагируют, и мне это больше нравится, и это больше мотивирует. Интересно, ты права. Но, как ты начал изучать португальский? Потому что это чуть-чуть трудно или нет? Ты знаешь, мне иногда кажется, что я не заслуживаю похвалы, которые люди мне оказывают, когда говорят о моем португальском, потому что в университете я изучала французский язык. Потом я познакомилась с кубинской девушкой, еще когда жила в России. Мы подружились, и с ней я научилась говорить по-испански. Ну, довольно-таки примитивно, но вот у меня был французский, потом я научилась говорить по-испански. И когда я приехала в Бразилию, то мне было очень легко, я очень много понимала, потому что я немного поучила, и все мое знание французской грамматики, испанской грамматики, очень было легко его адаптировать под португальский язык. Поэтому мне было очень легко. И когда говорят, ой, португальский такой трудный, для меня нет. Но я думаю, что потому что до этого я очень, как сказать, детально изучала французский язык, и потом уже был испанский язык
довольно-таки похож на португальский, и мне было легко. Но я думаю, что люди, которые изучают с нуля и вообще не знакомы с романскими языками, наверное, им не так легко. Может быть, твоя мотивация тоже. Как? Может быть, твоя мотивация, потому что, не знаю. Ну, может быть, мне очень нравится бразильская культура, мне очень понравилось в Бразилии, я люблю бразильскую музыку, мне было интересно. Так что я думаю, что, да, очень важно, чтобы тебе было интересно, когда ты изучаешь язык, чтобы тебе нравилось. Потому что когда, например, все говорят, там, изучай китайский язык, пока в данный момент мне не очень интересно. И я знаю, что если мне не интересно, то у меня не будет мотивации это делать. Но, может быть, когда-нибудь она у меня появится. Но я думаю, что любить культуру, иметь интерес к культуре очень важно для изучения языка. Это как, согласен с тобой, это как с огнем в сердце, знаешь. Да, абсолютно, абсолютно. Ну, хорошо. Ты живешь в Бразилии сейчас или нет? Нет, это очень странно, но я живу в Англии уже 3 года. Уже 3 года. Понятно. Но так как мой муж бразилец, наш круг общения – это очень много бразильцев, я провожу очень много времени, говоря по-португальски, у меня очень много друзей бразильцев здесь, поэтому такой бразильский кружок в Лондоне. Немного русских друзей, немного иностранцев и много бразильцев. Ой, я думаю, что ты используешь португальский каждый день. Да. Хорошо. И сейчас, не знаю, если мне нужно изучать русский язык, не знаю, мой первый раз, что мне нужно, что мне надо знать, как могу и начать использовать, не знаю, материал, книгу. Что ты думаешь? Что я думаю? Я думаю, что если у человека есть опыт в изучении языков, как у тебя, то, конечно, я могу сказать, вот, возьми книгу и начинай. Да, вот есть книга, есть разные подкасты, сейчас очень много контента онлайн, да, человек разберется. Если человек никогда не изучал язык в одиночку, мне кажется, русский язык – это не самый хороший язык, чтобы начать это приключение самостоятельно. Мне кажется, вот если у человека уже есть опыт в изучении языков, то я могу сказать, вот есть книги. Мне нравятся, например, книги, которые называются .ру. У них есть очень много, немного, у них есть почти полная серия, сейчас они будут выпускать B2. Довольно-таки много аудио, хорошие темы, много текстов таких актуальных. Есть подкасты простые, есть платные, есть бесплатные, да, но мне кажется, если человек никогда не изучал иностранные языки, вот бразилец просто так начинает, хоть решил, я буду изучать иностранные языки, я хочу изучать сам, и я начну с русского языка. Я скажу, может быть, лучше найти преподавателя. Русский язык без тетеля это невозможно. Может быть, возможно, но очень трудно. Это как кошмар. Я думаю, что нет ничего невозможного, знаешь, но мне кажется, если у человека нет опыта, то можно потерять очень много времени. Можно потерять очень много. Знаешь, когда один раз мне написала девушка, говорит, вот я хочу изучать русский язык, я сказала, сколько стоят мои уроки и так далее, все детали. И она говорит, я, наверное, начну изучать сама, а когда у меня уже будет уровень лучше, то я буду делать уроки, буду брать уроки. Я думаю, должно быть наоборот, лучше начать с преподавателем, получить систему, такую структуру, потому что я думаю, что русский язык довольно-таки логичный язык. Если в первый год
выстроить хорошую структуру у себя в голове. А потом уже можно изучать больше самостоятельно, да, там, слушать подкасты, делать иммерсивные всякие практики и так далее. Но мне кажется, начинать с нуля лучше, чтобы был кто-то, кто покажет верный путь. Согласен, 100%, потому что, ты знаешь, на первый взгляд это как очень-очень трудно. Это как кошмар, потому что, не знаю, на английском, например, если ты знаешь I read a book, хорошо, ты знаешь, но на русском нет, это как книга, ну, хорошо, читаю, книга, нет, книгу, ну, почему? Подожди. Подожди, значит, я читал книгу, I read a book. А, нет, прочитал. Почему? А как ты начал изучать русский язык, Да, Патрик? это очень интересный вопрос. Сначала, знаешь, это было в Ютубе, думаю, что ты знаешь, очень популярная группа, не сейчас, может быть, но ты знаешь, слот. Слот. Нет, Это Слот. типа рок. Слот, это русский рок-группа. Мгм. И я не знаю, я слушал и думал, ой, это очень интересно, очень прекрасно, мне нужно, мне нужно понимать. Я помню, потому что я хотел читать, но это невозможно, не могу читать. Я думал, ой, что это такое, это русский или нет? И после этого начал изучать. И у меня подруга, она из Киева, и я думаю, что было 8 лет назад. Обычно я говорю с ней 2 раза в неделю. И ты знаешь, 2 раза в неделю, 8 лет, это очень, не знаю, это невозможно. Но и тоже изучал много грамматику, и сейчас хочу сдать ТРКИ, и мне нужно, знаешь, лексика и грамматика. И думал, что ой, сейчас это мне очень интересно, это чуть-чуть скучно. Да, Ну, я это понимаю. поэтому, Я понимаю. да. Ты знаешь, мне кажется, да, когда уже продвинутый уровень и изучать грамматику очень лень, очень не хочется. Да, Но интересно. это возможно. И важно, думаю, что это, конечно, если ты хочешь только, не знаю, говорить чуть-чуть на русском, может быть, ты можешь изучать чуть-чуть грамматику, но если ты хочешь говорить свободно, потому что тебе нужно знать грамматику и, знаешь, Мгм. окончание. Думаю, что окончание на русском это приставки тоже. Приставки, аспекты, виды Да, глагола. да. Но, и это интересный вопрос. Что ты думаешь, что это свободно говорить? Свободно говорить, я думаю, это говорить так, чтобы человек тебя понимал. И да, ну, человек может переспросить, да, что ты сказал, и ты скажешь еще раз, и тебя поймут. Поэтому, мне кажется, говорить свободно – это быть способным выразить любые идеи, которые тебе приходят в голову, и чтобы твой собеседник тебя понимал. Я думаю, что делать ошибки – это нормально, но в русском языке, если ошибок слишком много, да, особенно если ошибки в видах глаголов и самое главное в падежах, то человек просто не будет понимать. Да, поэтому в русском языке, к сожалению, это очень важно. Но я думаю, что свободно говорить – это быть способным, иметь способность выразить свои мысли и сделать так, чтобы собеседник тебя понимал. А ты как думаешь? Ой, не знаю. Это очень интересный вопрос, потому что свободно. Не знаю, если ты думаешь, ты можешь говорить, думаю, что ты можешь быть свободно. Конечно, как ты сказал, если у тебя ошибок, это хорошо, но это чуть-чуть трудно, потому что, ты знаешь, на русском, как ты сказал, изучать, учиться. Если ты не знаешь, как правильно выбрать Глагол? глагол, может быть трудно. Но, конечно, думаю, что может быть уровень B1,
B2, может быть. Для меня это... Да, я согласна. Я думаю, что на уровне B1, с хорошим уровнем B1 уже можно спокойно жить. B1? Ну, я думаю, что, может быть, не на философские темы разговаривать, но это хорошая база, чтобы на нее наслаивать больше знаний, больше вокабуляра, больше грамматики. Я думаю, что B1 – это очень хороший уровень. Хороший B1. На мой взгляд, тоже B1, B2. Думаю, что тебе не нужно C1, C2. Конечно, если ты преподаватель, или не знаю, но обычно нет. Это, возможно, B1, B2. Ну, хорошо. У меня здесь 3 вопроса, но первый вопрос на португальском. Это на португальском. O que você gostaria que um estudante com dificuldades soubesse? Da Yasmin. Но интересно. Ты можешь отвечать на русском, потому что у нас субтитры. Ты хочешь, чтобы я отвечала на русском или на португальском? Да, на русском, пожалуйста. Так, что бы я хотела, чтобы ученик с трудностями знал? Что любые трудности можно преодолеть со временем. Мне кажется, что есть люди, да, у меня есть ученики, которые идут очень в разном темпе, да, и иногда люди хотят, чтобы я сказала, вот сколько времени тебе нужно, чтобы там, говорить, чтобы у тебя был уровень B1 или B2. Ты же знаешь, что невозможно дать ответ, потому что это зависит от многих факторов. Да? Есть люди, которые очень талантливы, которые не только талантливы, но еще и мотивированы, да, ну такая совокупность разных факторов, и люди учат очень быстро. А есть люди, которые учат, им трудно, и это занимает в 2 или в 3 раза больше времени. Но даже такие люди, которым не очень легко изучать языки, все равно со временем начинают понимать. Просто нужно больше повторять и больше времени посвящать. Терпеливность, может быть. Нужно иметь терпение, это точно. Да. Хорошо. На английском сейчас. How to understand which linking words should one use? It comes from Tom из Америки. Ну, думаю, что это как, знаешь. Да. Так. Мне кажется, в любом языке такие вещи изучаются через чтение. Да? Читаешь, очень часто linking words, да, связующие слова, я не уверена, как по-русски это называется, они сильно варьируются, и, как правило, их смысл можно понять из контекста. Поэтому мне кажется, что научиться лучше использовать такого рода слова нужно больше читать. Читать, выписывать контексты, как используются эти слова. Мне кажется, вот такие вещи, это уже довольно-таки продвинутый уровень, да, потому что простые слова, они учатся быстро, да, союзы и так далее. А такого рода слова, я думаю, лучше изучаются через чтение, нужно больше читать. Может быть, инстинктивно. Инстинктивно? Да, может быть, не знаю. Если много слушать, как русские говорят, как русские люди выражаются, конечно, да. Мне кажется, что в языке инстинкт – это просто очень большое количество exposure, да, когда ты очень много потребил информации через слушание, через чтение, и тогда ты начинаешь, да, просто догадываться, какие слова использовать. Мне кажется, это вот лингвистический инстинкт в таком случае, это про это. Это просто иметь очень-очень большое количество выслушанного и прочитанного. Я не думаю, что вот чудесным образом человек может просто инстинктивно использовать
Ой, такие нет, слова. конечно, нет. Сначала тебе нужно изучать, но после этого думаю, что ты можешь использовать Конечно, инстинктивно. да. Ой, хорошо. E следующий вопрос. Como desenvolver sons que não tem no português? Michel. Потому что она как и так далее. У меня даже есть 15-минутное видео о том, как произносить звук «ы». Я помню, когда я изучала в университете французский язык, у нас был урок фонетики. И на уроке фонетики мы изучали, где образуется звук, да, какие части нашего артикуляционного аппарата участвуют в формировании этого звука и так далее. И мы прямо практиковали. Я помню, как после урока прямо болела челюсть, потому что ты практикуешь, и для тебя это как ходить в тренажерный зал, да, и практиковать мышцы, которые не привыкли к этому. Поэтому я верю в такой подход. Я думаю, что если звук не существует в твоем языке, нужно понять, благо сегодня на Ютубе есть очень много видео, в интернете есть очень много информации, нужно понять, как он формируется, и просто практиковать, как ходить в тренажерный зал. Понятно. И, знаешь, это чуть-чуть трудно, если ты из Бразилии. Ну, мне кажется, что бразильцы в целом довольно-таки неплохо воспроизводят русские звуки. То есть, мне кажется, у них хорошо получается. Лучше, чем у англоязычных людей. Для меня трудно, Лучше, чем у носителей английского. конечно, звук «ы», это очень трудно, но ты знаешь, «ы», «л» самый, например, не знаю, забил. Не могу использовать забил, конкретно нет, это очень трудно. Самое неприятное, что существует слово «забил». Хорошо. Ты знаешь, есть, в лингвистике мы говорим о том, что смыслоразличительный звук или не смыслоразличительный. То есть иногда человек может не произносить звук, но не существует оппозиции. То есть даже если человек производит звук неправильно, все равно альтернативы слова нет, поэтому собеседник всегда тебя поймет. А в случае со звуком «ы», к сожалению, это не так, потому что это смыслоразличительный звук в русском языке, да, потому что если произносить его как «и», очень часто это совсем другое слово, да, и звучит это странно. К сожалению, придется практиковать звук Да, «ы». это важно. Думаю, что это как на португальском «ау». Не нужно знать. Да, правильно абсолютно. сказать. Потому что иногда это звучит не очень хорошо. Ага. Хорошо. Хорошо. Это все. И ты знаешь, очень интересно. Спасибо большое. Спасибо тебе за приглашение, Патрик. И пока-пока. Пока-пока.